Сегодня мы продолжаем работать с нашей вкладкой Alerts Frame and Windows и работаем с классом Alerts. Вот у нас здесь такие 4 интересные кнопочки, и они все делают замечательные алерты. Ну, достаточно интересный тест. Алерты часто встречаются, с ними приходится и нужно работать. То есть смотрим, что у нас в итоге должно быть. Первое это click button to see alert. То есть кликаем на кнопку и получаем алерт. Окей. Далее кликаем на кнопку и алерт появляется через 5 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Пам. Появился. Далее кликаем и появляется confirm box with appear. То есть кликаем, и у нас confirm, то есть мы можем сказать ОК, либо отмена. Нажимаем ОК, и написано You selected OK, или You selected cancel. Ну, мы будем кликать на ОК. Теперь on button click prompt box, то есть там алерт, в котором мы можем ввести значение. И оно здесь You entered. Вы поняли. Вот. Так, все это дело обновляем. И что нам для этого нужно, как всегда, по классике. Я, наверное, буду повторять, потому что иногда YouTube мне делает, наверное, подарок. Он берет и мои рандомные уроки забрасывает показами, и, наверное, появляются люди на канале, которые не знакомы и не видели, не знают, о чем тут курс. Сейчас я буду оформлять все это, писать классы разные. Вот, просто без комментариев, пока поговорю на отвлеченную тему. Сразу хочу сказать, если вы впервые на моем канале, то обязательно посмотрите первое видео, пролог, и можете присоединяться к нам. Мы будем вместе делать, значит, наш тестовый проект, который прекрасно попадет в портфолио, который вы можете изменить под себя, сделать лучше что-то. Я настоятельно рекомендую делать всегда лучше, интереснее, не знаю, аккуратнее, опрятнее. Я не идеален, вот, но я просто даю стимул, показ того, как это можно сделать в моем случае. И как это, конечно же, можно сделать в вашем, как вы можете там развиться и все это показать. Обязательно тоже делайте. Подписывайтесь на Telegram. Вот. Пока у нас, ну, может быть, это будет так всегда, комьюнити не очень большое, и поэтому я могу и буду отвечать на ваши вопросы, комментарии, можно вступать в диалог, в разные рассуждения. Критику, естественно, я любую принимаю, но не критиканство, поскольку это такое дело достаточно токсичное. Вот. И что еще хочу сказать, что, в принципе, можно начинать, ну, вы можете смотреть там по какой-то определенной теме, там нужно знать, как с алертами работать, и, например, здесь я что-то с ними делаю. Да, посмотрите, как эти тесты я буду проходить. Соответственно, сайт, который я показываю, там вы можете открывать у себя, то есть это Demo QA сайт, и работать с ним так же, как и я, там делать себе проект в портфолио. Давайте, значит, что у нас? Тест C-Alert. То есть первая кнопка, кликаем, смотрим. Мы уже в прошлом уроке делали с Windows переключением. Вот. Здесь будем тоже делать такую подобные вещи, но работать с алертами. Здесь у нас класс Placators. Давайте сразу будем делать наши кнопочки. У нас будет первая C-Alert button. Я, пожалуй, сразу, наверное, все кнопки сделаю. А уже результирующий текст будем чуть-чуть дальше. Так, это у нас точно button. А вот что там внутри, не помню. Вот. Ну, соответственно, у нас там 4 кнопки.
делаем. Так, у нас первое на C-Alert button, потом peer alert after 5 second button. Немножко длинненько, зато понятно. Тут нужно, я считаю, что нужно всегда брать золотую середину и выбирать названия, которые будут понятны людям, просто пришедшим со стороны. Вот. Далее что у нас? Далее нам нужно локаторы найти. Как я думаю, все догадались. Открываем наш любимый DevTools, наш единственный неповторимый. И у нас вот... Зачем я тебя убил? Кнопочка. Пам-пам-пам. Так. Ну, здесь, я думаю, вы можете понажимать на стрелочки в плеере и пропустить момент. Я просто заполняю 4, а может быть я, ну да, 4 этих локатора. Я думаю, вы уже прекрасно с этим справляетесь и без меня. И справлялись до этого, я думаю. К счастью, здесь локаторы все хорошие. Вот. Все, значит, заполнили. Так. Далее это все заполнили. Пам-пам-пам. Теперь page, значит, переходим к пейджу. Переходим к пейджу. Здесь мы... Оп. Смотрите, что я хочу сделать. У нас... скажу, подумаем. Смотрите, у нас здесь есть 4 алерта, то есть see, appear, confirm, prompt. И нам нужно на них кликать, забирать наши значения. То есть мы как делаем? Я вот кликаю, переключаюсь на alert через switch to и беру его текст, какое у нас содержание. Потом сравниваю и все типа окей. Пойдем постепенно. То есть у нас первое это будет, что у нас там, C alert. Давайте тогда сделаем так вот, check C alert. Окей. Далее у нас, значит, нам нужен сам alert. Точнее, нам нужна кнопочка. Self visible. Self element visible is visible, потому что нам нужно видеть, куда мы хотим кликнуть. Клик происходит. Окей. Далее нам нужно переключиться. То есть, смотрите, я сейчас сделаю alert window. Делаем self driver switch to alert. И в алерте есть, видите, у нас здесь есть возможность взять текст его. И нам как раз этот текст алерта нужен. Поэтому я беру и делаю print alert window текст. Посмотрим, что мы получим в итоге. Так, давайте сделаем небольшой таймслип на 2 секунды. И откроем. Получится или не получится. И вот мы получаем You clicked a button. То есть у нас получилось
А если бы мы не свитчились, то есть мы ничего бы тут не делали, мы бы, конечно, не смогли бы текст получить. Вот. Поэтому я сделаю return alert window текст. И здесь пишем assert, что у нас вот так вот это все должно выглядеть. Так, стоп. Давайте запустим. Все, тест прошел. Ваша инициатива здесь может быть вот в каком случае, в таком же, как на прошлом уроке, вы можете объединить все, ну, точнее, возможные методы в один, switch to alert перевести в base page, сделать функцию, чтобы у нас не было вот таких вот голых функций, как здесь, например, я делаю, или как здесь, например, я делаю. То есть вы, я вам рекомендую перенести это все в base page, я просто показываю достаточно так вот такой шаблонный вариант, скелет, templates, который вы можете обернуть, еще сделать более профессионально. Далее, что нам нужно? Нам нужен дальше клик после, чтобы 5 секунд он там у нас поймался. То есть мы здесь ждем 5 секунд, появляется окей. Соответственно, здесь, так как у нас конкретно указано 5 секунд, мы должны точнее check alert appear 5 second. Здесь у нас вот эту вот на кнопочку нажать. Далее тут нам стоит, допустим, time sleep 5 секунд. Вот это все дело мы копируем. Делаем тест. Ну, давайте я не буду сочинить. Так вот сделаю Ctrl-C, Ctrl-V условный. Вот здесь мы все должны получить. Там какой у нас текст? У нас текст здесь. Сейчас посмотрим. This alert appeared after 5 seconds. Поэтому я, вот это вот пока закомментирую. Не знаю, получится у нас, не получится, черт его знает. Но я сделаю тут print alert text. Давайте подождем, посмотрим, что из этого получится. Опять-таки тут можно сделать хороший, там, например, count или проверить, сколько времени. Так, это не то у нас включилось. Я забыл поменять. Можно сделать специальный там count или time, вычислять начало и конец запуска, нажатие на кнопки, чтобы проверить, что еще ровно 5 секунд прошло, чтобы у нас как бы весь тест там нормально, идеально зашел. Так, видите, у нас здесь не получилось 5 секунд, то есть после 5 секунд, может быть 6 секунд. Сейчас посмотрим, будет ли это, ой-ой-ой, будет ли это срабатывать у нас. Вот, у нас не получается, возникает ошибка. Почему она возникает, надо с этим разобраться. Когда я писал свой законченный фреймворк, я как-то не обратил внимания на это исключение, что оно у меня возникало, но действительно оно возникало. И сейчас я немножко поковырялся с вот этим исключением. И те варианты ответа, которые можно было найти на Stack Overflow или в общем, я на Stack Overflow смотрел, те вот эти решения не подходили. Тут на сайте, который, думаю, вам известен, Software Testing, как раз была эта проблема рассмотрена, и был разговор о том, что можно это вот, бывает типа такая проблема с этим исключением, что его стоит там для драйвера либо там accept ставить, либо там игнорировать, вот, либо, то есть добавить в capabilities. Я решил
сделать это такой местный вариант. Я просто, ну, немножко кривоват, наверное. Вот, но это решает проблему, поскольку данное исключение не влияет здесь ни на что. Вот, я просто сделал блок try_exception, который обрабатывает вот это самое исключение. И в данном случае, ну, когда я запускаю тест, у меня он проходит. Вот. Соответственно, можно считать, что здесь тест тоже готов. Если у вас будет свое решение, вы найдете свой способ иной, вы можете написать в комментарии, либо в чате в Телеграме, и мы можем это все обсудить. Это было бы тоже прекрасно. Так. Но я всегда работаю по принципу, конечно, должно быть хорошо, читаемо, там, понятно и так далее, но если если более простое решение решает задачу бизнеса, то стоит использовать его, поскольку на решение более сложное, там, технологичное, либо если, например, не всегда там сразу хватает знаний, требуется больше времени, чем на решение, которое удовлетворительно или просто хорошо, но менее профессионально, не знаю, или менее четко, менее классно, менее оптимизировано, вот, то лучше, конечно, сделать менее оптимизированно, но быстрее, чем долго на это тратить время. Так, далее у нас что? Далее нам нужен confirm и prompt. Вот, делаем check confirm alert. Confirm alert. Здесь нам нужно что? Ну, вот это все нам нужно. Только здесь мы сделаем confirm alert. Пам-пам-пам-пам-пам. Кликается на кнопочку. Далее alert window на alert переключились. И далее нам нужно сделать alert accept. Так, где у нас это дело? Дело. Alert accept. Вот. Соответственно, мы делаем accept. Или можно сделать dismiss. То есть, ну, будем, в общем, не будем здесь углубляться. Вы можете сделать такой рандомный вариант, чтобы он либо делал accept, либо делал dismiss, и вы потом проверяли по тексту, чтобы это был... Ну, то есть у нас здесь... Так, давайте это закроем. То есть у нас здесь confirm либо ок появляется, либо cancel появляется. У нас будет, здесь будет ок чекаться. Сразу здесь в локатор добавим текст. Наш result вот называется confirm. Ну, давай уже. ID span, ID confirm result. Поэтому мы делаем таким образом. Так, здесь мы делаем accept и берем отсюда текст result. А текст result у нас как раз таки будет self elements is present. No. Yes. Вот. Тут мы делаем новый наш новый поворот
Так. Далее здесь делаем check confirm. Здесь мы пока закомментируем. Alert текст. Так, и давайте запустим, посмотрим. Так, ошибка. Так, ошибка, она какая-то плавающая получилась. Я так понял, что, видимо, не успел, может, прогрузиться. Все, сейчас нормально проходит. Я ничего не менял. Вот просто, видимо, какой-то глюк. Ну и также мы делаем здесь... Ой-ой-ой. Наше You selected OK. В нашем случае OK. А вы можете, например, сделать, если сделать рандомный, то есть у вас будет кликаться либо dismiss, либо OK, ну, в смысле, либо либо accept, либо dismiss, то вы можете сделать, например, alert text you selected OK, or alert text равно, ну, в смысле, содержит равен you selected cancel. И все. И тоже будет отличный тест. Так, теперь последний наш промпт. Так, далее здесь мы prompt alert. А prompt alert нам нужно написать какое-то значение. Вот, ну и, соответственно, чтобы наше значение было таким рандомным, так давайте сначала я сейчас сделаю сразу здесь result. Так, у нас очередной раз span, locators, prompt result, prompt result. Тут, соответственно, у нас prompt. Нет. Так, вот. Взяли prompt result. А чтобы нам добавить сюда текст, никаких абсолютно особенностей. Просто мы берем alert window, send keys, добавляем текст. Ну, единственное, что я текст сделаю, он будет у меня как-нибудь так называться, autotest. Random int, и будет там от 0 до 99. Но здесь нам нужно будет два значения. Будем получать текст result. Так, соответственно, здесь у нас пам-пам-пам. Prompt. Здесь у нас будет prompt. И что? Проверка у нас будет текст. Давайте посмотрим. Так, у нас здесь что у нас появляется-то? Alert текст и просто текст. И посмотрим, как это будет выглядеть. Print текст. Print alert текст. Давайте посмотрим. Ну, все, у нас получился автотест, и you entered автотест. Какие у нас варианты, как можно сделать? Я вижу два варианта. Варианты следующие. Либо мы делаем вот так вот, то есть assert alert text равен, вот так вот мы сделаем, например, you entered. Тут мы сделаем f строку, текст.
Давайте посмотрим, пройдет он или нет. Прошел. Либо можно сделать немножечко проще. Мы сделаем, что текст содержится, то есть этот элемент текст autotest, там рандомное число, in, то есть оно есть в alert тексте. И сделаем так. И также все прошло. Вот, поздравляем, мы сделали еще одни прекрасные тесты. Сделаем сразу negative messages. Вот у меня тут написано, тут как бы все просто будет. Alert didn't not show up. То есть он не появился. Что у нас здесь есть? Тест alert page. Это у нас уже не актуально. Оп. Опа. Alert frame window. Опа. Ну, собственно, все. Приведите свои мысли в порядок, выпейте чай, кофе. Обязательно возвращайтесь.